Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала. Я рада вас приветствовать. В этом видео я покажу вам мастер-класс, как связать вот такую красивую прихватку. Скорее всего, это больше декоративный элемент для кухни. Прихватка маг. Итак, давайте приступим. Прихватку я буду вязать из 4 цветов пряжи. Черный для сердцевины, для обвязки, красный непосредственно для лепестков самого цветка. Этот цвет такой вот желтенький, лимонный у меня для основы. Сюда можно взять любой светлый цвет. И зеленый для листочков. Крючок номер 3, обычно карачайская пряжа, да, искусственный акрил. Берем черный цвет и набираем 4 воздушные петли. Набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И соединительным столбиком замыкаем в кольцо. В первую петелечку ввожу крючок, соединительным столбиком замыкаем. Набираю одну воздушную петлю. Теперь в это кольцо нужно провязать 12 столбиков без накида. Я сразу ниточку, кончик этот прокладываю по кругу, обвязываю его вместе. Провязываем 12 столбиков без накида. 1, 2. Провязали 12 столбиков без накида, соединительный столбик в воздушную петлю, которую первую, да, вот сюда вот мы поднимались. Соединительный столбик. Опять одна воздушная петля. Теперь в каждый столбик, то есть в каждую петлю мы должны провязать по 2 столбика без накида. Таким образом у нас станет 24 столбика без накида, 24 петли. Провязываем второй ряд. В каждую петлю по 2 столбика без накида. Я связала второй ряд, в каждую петелечку по 2 столбика без накида. И соединительный столбик сделала в петельку подъема. Ниточку обрезаем, черная нам больше не нужна. Теперь мы присоединяем красную нить и начнем вывязывать лепестки. На этом этапе ниточку можно заправить. Я всего один стежочек сделаю вниз, чтобы как бы эта нитка мне больше не мешала. Вот так вот вниз ее, а потом уже заправлю окончательно. Присоединяем красную нить. Сейчас мы будем вязать за переднюю полупетлю. Смотрите, за переднюю полупетлю, вот за переднюю, да, то есть у нас 2 полупетли, за переднюю вводим крючок и соединительным столбиком ниточку присоединяем. Набираем 6 воздушных петель. Я наберу первую двойной нитью. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушных петелечек набрали. Давайте сразу отрежу этот кончик, чтобы он зрительно не мешал. 6 воздушных петель набрали, 7 петелечек основания пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем. В 8-ю за первую полупетлю, за переднюю, да, вяжем столбик без накида. Вот столбик без накида. Опять 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 петелечек пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю за переднюю полупетлю вводим крючок аккуратненько. Так. Переднюю полупетлю и столбик без накида. Опять 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. 7 петелечек пропускаем и в 8-ю вяжем. Но здесь уже практически получается в ту же, в которой мы начали. И здесь делаем соединительный столбик. Так, соединительный столбик. Вот такие получились основания для наших лепестков. В первую арочку столбик без накида провязываем, чтобы переместиться сразу в арку. Далее в арку мы должны провязать 12 столбиков, различных столбиков. Смотрите, столбик без накида мы провязали, дальше вяжем столбик с накидом, то есть мы пойдем на повышение. Столбик с накидом, дальше столбик с 2 накидами, с 2 накидами провязываем. Дальше идут 6 столбиков с 3 накидами. 1, 2, 3, 6 столбиков. 1 столбик, 3 накида, 2 столбик, 3 накида, 3 столбик, 4
4, 5 столбик, 6. Все, пошли на снижение. С этой стороны у нас был столбик с 2 накидами, чуть-чуть пониже, да, столбик с накидом еще ниже и столбик без накида, он как бы у нас завершает, получается, начало лепестка. Столбик без накида. Вот такой, смотрите, красивый лепесточек получился. То же самое проделываем в остальные 2 арки. Столбик без накида, столбик с накидом, столбик с 2 накидами, 6 столбиков с 3 накидами, потом столбик с 2, с 1 накидом и столбик без накида. Провязываем все лепесточки. Я связала 3 лепестка, смотрите, какая красота получается. Сейчас нам нужно вывязать второй ряд лепестков мака. Смотрите, мы возвращаемся к нашему вот этому черному основанию. И сейчас нам нужно, получается, мы вот здесь пропускали 7 петелечек. Нужно переместиться на центр, да, то есть вот соединительными столбиками, прямо также за переднюю полупетлю, потому что задняя нам пригодится еще. За переднюю полупетлю я перемещаюсь на 4 петелечки. 3. И вот она 4. Вот на 4 петелечки переместилась. Набираю также 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И в центр вот этого соединения, даже считать не буду, за переднюю полупетлю, просто вот в центральную петелечку провязываю столбик без накида. Опять 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. И в центральную петелечку соединительных столбиков. Столбик без накида. Опять 6, 2, 3, 4, 5, 6. И в ту же петлю, в которую мы, получается, начали. Вот она. Вот сюда, за переднюю стенку, соединительный столбик. Так, и те же самые обвязки, то есть каждую арку мы теперь должны то же самое обвязать. Столбик без накида, первый, потом столбик с накидом, и пошли все 3 лепесточка, то же самое также обвязываем. Повторяем предыдущие ряды. Я вывязала все арки и красную ниточку обрезала. Она нам больше не понадобится. Этот кончик потом заправлю. Мы возвращаемся к нашему основанию, ко второму ряду, к черному. Да? В любом месте нам нужно прикрепить сейчас зеленую нить. Вот берем в любом месте за заднюю полупетлю, присоединяем зеленую нить. Присоединили. И набираем 8 воздушных петель. 1, 2. Так, ниточку разъединю. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 петелечек мы набрали воздушных. 3 петли нам нужно пропустить. 1, 2, 3. И в четвертую, за заднюю полупетлю, в четвертую вяжем столбик без накида. То есть 3 пропускаем в четвертую. Опять 8 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 петельки пропускаем. 1, 2, 3 в четвертую. Столбик без накида. И так по кругу у вас должно получиться 6 арочек. Вот таких. Я провязала, у меня получилось 6 арок из 8 воздушных петель. Смотрите, в первую арочку я делаю соединительный столбик вот так, чтобы переместиться как бы в эту арку. Набираю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Эти 3 воздушные петли будут считаться как столбик с 2 накидами. Далее вяжем 3 столбика с 2 накидами с одной вершиной. То есть, смотрите, 2 накида вяжу, через 2 накида провязываю, а оставляю 2 петли на крючке. Опять 2 накида. 2 накида провязываю, петлю оставляю на крючке.
То есть 4 столбика у меня с 2 накидами с одной вершиной. Вот так. И теперь через все 4 петельки я протягиваю одну петлю. Вот так получилось. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И то же самое проделываем в эту же арку. 4 столбика с 2 накидами с одной вершиной. 2 накида. Провязываем через 2 накида, а петельку оставляем на крючке. Опять 2 накида. Провязываем. Петельку оставляем. Как только у нас образуется 5 петелечек, получается так, 3 столбика с 2 накидами, нужно провязать 4 столбика. Вот 5 петелечек на крючке мы через все протягиваем. Вот. Опять 4 воздушные петли. И переходим в следующую арку. В следующую арку тоже так вот по 2 лепесточка провязываем. 4 столбика с 2 накидами с одной вершиной, 1 лепесток, 4 воздушные петли и опять 4 столбика с 2 накидами с одной вершиной. Так провязываем по кругу. Провязала последний лепесток, 4 воздушные петли и соединительный столбик в вершину, вот в эту вот петелечку лепестка первого, который мы провязали. Вот у нас получилось 12 арок. Теперь 12 арок, соответственно, 12 лепесточков, да, потому что в предыдущие 6 арок мы связали по 2 лепестка. Вот смотрите, дальше вот в эту арку как бы мы провязываем тоже лепесток, но будем чередовать. Смотрите, в одну арку мы будем вязать также 2 лепестка, между ними будет 5 воздушных петель, таких же 2 лепестка. В следующую арку будет 1 лепесток, потом 2 лепестка, 1 лепесток. Таким образом у нас вывяжется 18 лепесточков. Вот смотрите, набираем 3 воздушные петли. Это уже будет считаться как один столбик, да, с 2 накидами. Также вяжем лепесток из 4 столбиков с 2 накидами. Так. Провязываем 5 воздушных петель, 3, 4, 5, и в эту же арку мы свяжем еще 1 лепесток, а следующую уже будем чередовать, да? Так. 2 столбика с 2 накидами, 3 и 4 столбик с 2 накидами. С одной вершиной протягиваем. Так, опять 5 воздушных петель. 2, 3, 4, 5. В эту арку вяжем 1 лепесток с 2 накидами, из 4 состоящий, 1 лепесточек, состоящий из 4 столбиков с 2 накидами. Так. И последний столбик. Так. И опять 5 воздушных петель. 4, 5. И повторяем. В следующую арку вяжем 2 лепестка, потом 1 и опять 2. И так провязываем по кругу, у нас должно быть 18 лепестков. 5 воздушных петель и соединяем соединительным столбиком. Все, зеленую ниточку можно обрезать. Она нам больше не понадобится. Теперь мы сейчас свяжем серединку нашего цветка и основание, чтобы обратную сторону, да, основание, чтобы нам 2 детали соединить, и потом свяжем еще соединительный ряд. Итак, из вот этого желтого цвета, который будет у меня основанием, я свяжу серединку. Набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В четвертую петлю, то есть вот в эту самую первую, нужно провязать 4 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3, 4.
4 столбика, и теперь соединительный столбик в первую петелечку. Вот сюда. Вот так. Все, у нас получился такой вот как шарик, да? Такой вот. Вот он будет у нас тут в серединке. Сейчас я ниточку немножко вытяну, чтобы ее подлиннее оставлю, чтобы ее пришить, да, этой ниткой. Так. Вот так. И сейчас мы это основание пришьем к маку и сделаем крест-накрест черной нитью, как семечки, да, то есть вот такое вот будет основание у мака и крест-накрест черной ниточкой. Я в иголочку вдела нить и должна вот эту вот пупырышку нашу пришить к основанию. Просто небольшими стежками. А вот эту ниточку тоже нужно заправить вовнутрь. Сейчас мы это все сделаем. То есть сначала мы оформляем верхнюю часть. После того, как мы это все оформим, мы будем вязать основание, потому что потом мы уже не сможем подлезть. Поэтому сейчас нам нужно как бы вот эти все оформления сделать. Так. Еще небольшими стежочками. Протаскиваем и еще в одном месте где-нибудь вот здесь закрепим. Вот так. Все, ниточку сейчас я вытащу. Можно их связать узелочками, все равно это ничего не будет видно у нас. Вот так пока завязываю. Смотрю на свою сердцевинку. Вот она такая вот прекрасненькая получилась. Теперь нужно небольшой кусочек темной нити. Здесь, которые остались кончики, они маловатые, мне, в принципе, могут пойти. Ну, давайте я лучше новую, чтобы точно хватило. Небольшой кончик. Также вдеваю в иголочку и крест-накрест просто сделаем перетяжку. Так. Формируем узелок. Угу. И смотрите, вводим с одной стороны, вставляем. Так. И прям крест-накрест в одну сторону. Такую перетяжку. Одинарной нитью. То есть вторую ниточку нужно вытащить. Так, в одну сторону и сразу же в противоположную сторону. Поправляем, как нам нравится. И в противоположную. Вот сердцевинка готова. Закрепляем ниточку. Так, эти белые, так как я их уже завязала, мы сейчас их обрежем. Все, и заправляем все ниточки нашей прихватки. Итак, из желтой нити ввязываем основание. Набираем 4 воздушные петли и замыкаем их в кольцо. 1, 2, 3, 4. И соединительным столбиком соединяем в кольцо. Далее набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в это кольцо мы вяжем еще 15 столбиков с 2 накидами. То есть столбики подъема считается как один столбик. Вяжем еще 15 столбиков с 2 накидами. Провязала первый ряд, соединительный столбик в петелечку подъема, в третью, в четвертую, да, в четвертую петелечку подъема. Вот так выглядит первый ряд. Опять набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В каждую петельку, то есть у нас получилось в первом ряду 16 столбиков с 2 накидами, в следующем ряду у нас получится 32 столбика, то есть в каждую петлю мы провяжем по 2 столбика с 2 накидами. Вот воздушные петли набрали, и в это же основание провязываем еще столбик с 2 накидами. У нас должно получиться 32 столбика с 2 накидами, то есть в каждую петлю по 2 столбика с 2 накидами. Провязываем второй ряд.
заканчиваю вязать второй ряд и соединительный столбик в петелечке подъема. Вот такой вот получился у меня второй ряд, 32 столбика с 2 накидами. Опять 4 воздушные петли. И так же, как второй ряд, в каждую петлю мы провязываем по 2 столбика с 2 накидами. И получится у нас в общем 64 столбика с 2 накидами. Провязываем так третий ряд. Довязала третий ряд, соединительный столбик в первой петелечке подъема. Приступаем к четвертому ряду. Набираем 3 воздушные петли, 2, 3. Четвертый ряд будем вязать столбиками с одним накидом. Первый столбик, то есть 3 воздушные петли набрали, делаем накид и в основании, то есть сюда же вяжем столбик с накидом. Дальше 3 столбика без накида. 3 столбика с одним накидом в каждую петлю. То есть 3 петли провязываем столбиками с одним накидом. Получается, вот 3 провязали, в следующую 2 столбика с накидом в одну петлю. Опять 3 столбика с накидом в 3 петелечки, в четвертую 2 столбика с накидом. То есть 3 столбика, 1, 2, 3. Теперь 2 столбика в одну петлю. И таким чередованием нужно провязать четвертый ряд. Провязываем. Я связала основание, теперь нам нужно соединить 2 детали в общую часть, да, провязать соединительный ряд. Вот они такие красивые 2 детали. Нужно сложить их изнаночной стороной к изнаночной. Вот так вот складываем. Сложили. Смотрите, так как у меня петелечка немного перевернутая, ввожу крючок с этой стороны, то есть сняла, нитку перекидываю назад. Смотрите, как будем соединять. Ввожу крючок в арку, а потом в петелечку вот как бы вот этого основания, да, и провязываю столбик без накида. Таким образом мы 2 детали соединяем. Опять ввожу в арку сюда в основание и провязываю столбик без накида. Мы будем чередовать. В одну арку вяжем 5 столбиков без накида, а в другую 4. Так вообще должно получиться, получается 81 петля, а так как у нас 80, ну там в последнем, наверное, провяжем 2 раза по 4. Ничего страшного, это будет незаметно. То есть в первую арку мы вяжем 5 столбиков без накида. 5 столбиков. В следующую арку 4. Смотрите, старайтесь столбики не пропускать. Вот так. 1 столбик, 2, 3 и 4. Вот так. В следующую опять пошли 5 столбиков без накида. Таким образом провязываем по кругу, обвязываем нашу прихватку, вяжем соединительный ряд. Обвязала я по кругу, соединила 2 детали. Смотрите, какая красота. Цветовая гамма прям мне очень нравится, получается. Все, желтую ниточку можно обрезать. Она нам больше не понадобится. У нас последний ряд остался, ряд обвязки. Здесь вы его тоже можете сделать любым цветом. Сейчас я заправлю сюда вниз, чтобы эта ниточка мне не мешала. Потом уже окончательно этот кончик спрячу. Смотрите, я обвяжу черным, мне показалось, что контрастно будет хорошо смотреться. Можно красным обвязать, тоже будет великолепно. Присоединяем ниточку, сделаю это немножко в другом месте. Присоединяем черный цвет. 1 воздушная петля. И мы провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Пико из 3 воздушных петель. 1, 2, 3 воздушные петли. В первую вводим крючок и соединительный столбик. Делаем пико. Опять 2 столбика без накида. Пико из 3 воздушных петель. Кто не умеет делать пико, я оставлю ссылочку в описании, вот в рекомендациях. Смотрите, это очень просто все вяжется. Итак, нужно обвязать прихватку по кругу. Это будет окончательный ряд. Я заканчиваю обвязку края, сделаю вот пико, сейчас последним. И смотрите, вот у меня осталось 3 петелечки, я их просто провяжу столбиками без накида,
не делая пико, потому что здесь сейчас мы сделаем петелечку. Вот последний столбик, и в эту, где мы присоединили ниточку, в эту же петлю еще раз. Вот присоединили, да, смотрите, получается присоединение в центре, да. Мы сейчас чуть-чуть сместимся, чтобы петелечка у нас шла вот как бы между этими пико. За заднюю стеночку на 2 петли я перемещусь. Вот так. Теперь набираю 12 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Может быть 10. Так, 10. Нет, 10 маловато. 11, 12. Посмотрим. 12. Да, 12 достаточно будет. И 12 петелечек набрали. Переворачиваю и смотрю. Здесь вот отступает одну петлю, то есть вот сюда, чтобы у нас как бы симметрия соблюдалась, и соединительный столбик. Все, петелечка готова. Можно ее обвязать столбиком без накида. Я обычно этого не делаю. Ниточку обрезаю. Вот такая классная прихватка. Ну, скорее всего, это декоративный такой элемент для кухни у меня получилось. Учитесь, дерзайте, у вас обязательно все получится. Если вам нравится видео, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. И, конечно же, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!